Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу все про кармические задачи, которые будут случаться с нами на ближайшие 1,5 года. Да, для каждого знака зодиака это будет своя история. В этом видео я расскажу общую информацию для всех знаков зодиака. А когда вы досмотрите это видео до конца, появится плейлист, в который вы заходите и выбираете свой знак зодиака, который вы хотите посмотреть. Хотите ли вы посмотреть по Солнцу, по асценденту или же по Луне? Ребята, имейте в виду, если вы смотрите персональное видео для знака зодиака, то здесь, конечно же, рекомендации по Солнцу будут рассказывать и говорить о том, что вы хотите достичь, что вам нужно сделать, максимально проявиться, каким путем, какой тактикой для того, чтобы прийти к жизни своей мечты, максимально решить свои кармические вопросики и задачи, связанные с вашей реализацией по жизни, будь это семейная реализация, будь это реализация в роли матери, отца, или же это финансовая реализация, реализация в карьере. И у каждого здесь не то что знака зодиака свои вопросики и моменты, здесь еще у каждой декады того же Овна, Близнеца или Рака будут совершенно разные. И да, ребята, в персональном видео я буду рассказывать еще и по декадам каждый знак. Но рекомендации по Солнцу, и если вы еще живете по Солнцу, дает вам максимальный карт-бланш в этой жизни, когда у вас как можно больше сил для своего проявления, для движения вперед. И если вы смотрите персональное видео по асценденту, то здесь, конечно же, партнерские связи, рабочие отношения, то, как вы проявляетесь для других, как вас видят. И здесь, конечно же, по асценденту гораздо меньше эмоций и событий в жизни случаются. Но если вы смотрите, конечно, видео персональное по Луне, то здесь внутреннее эмоциональное состояние, психическое здоровье в том числе, то, как нам хочется, как мы расслабляемся. Кто-то расслабляется от достижения цели, кто-то расслабляется, когда покупает себе, например, недвижимость. Вот прям приходит расслабление. У кого-то приходит расслабление в семье. То есть, если вы смотрите видео по Солнцу, по асценденту и по Луне, здесь будут разные эмоции, разные желания и разные результаты действий. Я же все-таки призываю смотреть по Солнцу. Но мы все-таки еще и по Луне живем. И асцендент, конечно же, говорит о том, как нас другие люди видят и воспринимают. И здесь у всех знаков зодиака случается по-разному. И, конечно же, кармические задачи тоже, они у всех разные. Но давайте в общем и в целом расскажу про всех. Да? Последние 1,5 года у нас кармические узлы были на оси Овна, Весов. В июле 2023 года они перешли в Овна, Весов. И 12 января 2025 кармические узлы сменят знак и перейдут на ось Рыбы, Девы. Да, ребят, на эти 1,5 года у нас с вами тактика, я бы сказала, будет, захочется, конечно же, расслабления, захочется красивой сказки, захочется иллюзий, захочется как можно сильнее поверить вот во что-то такое, возможно, даже несуществующее, да. Но, ребят, тактика на ближайшие 1,5 года: чем честнее мы будем с собой, чем меньше мы будем впадать в иллюзии, чем меньше мы будем сомневаться и действовать, тем лучше будет наша жизнь. Да, ближайшие 1,5 года можно для всех назвать это очень хорошее время от избавления от вредных привычек. Хорошее время уйти от алкоголя, различных зависимостей, иллюзий. Здесь тоже можно отнести. Розовые очки, желание где-то приврать и создать такую красивую ситуацию, нежели сказать правду, которая не совсем нравится. Да? И здесь, конечно же, у многих будет просто шок. Потому что все-таки некоторые знаки зодиака, такие как раки, весы, рыбы, любят все-таки, вот, чтобы было максимально
удобно для всех, максимально постараться для всех, чтобы вот эта вот история не была неприятной. Неважно, какого рода история, но я вам еще раз скажу, что здесь необходимо в ближайшие 1,5 года мощно, усиленно идти вперед, не впадать в иллюзии, потому что иллюзии разрушатся через 1,5 года, когда 26-27 июля 2026 года кармические узлы снова поменяют знаки и перейдут на ось Льва Водолея. Когда захочется максимально ярко себя показать, максимально честно, максимально освободиться от всего того, что последние 2 года томило, да, 1,5 года, но захочется вам максимально ярко, открыто это сделать на каких эмоциях? На эмоциях разочарования или на эмоциях вдохновения? Поэтому если вы будете максимально честны перед собой, перед людьми, вокруг которые, да, вас, тогда история через 1,5 года, она будет на самом-то деле еще с большим подъемом, еще с большей активностью и продуктивностью. А если же она будет связана с разочарованием и с разрушившимися надеждами, тогда история сложится так себе, да, ребят. Поэтому скажу, что рекомендации на ближайшие 1,5 года все-таки хорошее время от избавления от иллюзий, заблуждений, для снятия розовых очков, для того, чтобы попрощаться с вредными привычками, максимально заняться своим образом жизни, своим здоровьем, максимально честно подойти к своему здоровью. Почему же все-таки вы не идете вперед? Потому что у многих это вопрос не просто внешней мотивации, это еще момент и проблемы, возможные со здоровьем. Поэтому если у вас есть вопросики по здоровью, посмотрите, что вас останавливает. Нежелание двигаться вперед, желание закрыть глаза на вещи, которые очень сложные, в них не хочется разбираться, связанные с семьей, с традициями, с образом жизни в том числе. Здесь и родовые вопросы, ребят, в том числе, потому что ось рыбы и девы – это как раз-таки все, что связано с родовыми кармическими задачками и все, что связано с нашим здоровьем. То есть насколько мы их отрабатываем или не отрабатываем. Хотим ли мы это делать или мы этого делать не хотим. Да, кто-то, представляете, пришел в этот род для того, чтобы стать финансово стабильным. Вот у кого не получалось ни у кого до вас, а у вас есть силы, движения, креативное мышление, много сил, задора, но вы при этом прожигаете полностью свою жизнь. Пустите себя в нужное русло, начните делать все, что нужно. Если же у вас неудачная личная жизнь, посмотрите на все отношения, любовные связи у всех тех, кто жил до вас. Составьте родословную книгу. В конце концов, вы посмотрите, кто как жил, сколько было отношений, браков, была ли вообще любовь, взаимопонимание в этих отношениях. Или это был просто расчет, или же вообще никаких отношений не было. И такое тоже бывает, что множество поколений до вас, у них не было отношений. Максимально честно выпишите себе, посмотрите на родственные связи своих близких, родословные книги. И честно скажите, а вы такой вот весь красивый, красивая ловелас, и у вас не строятся отношения, и в чем вопрос? В чем вопрос? А почему вы боитесь отношений, почему вы в них не идете, не стремитесь, не развиваетесь? И это, знаете, такая история, вот вам дано. Потому что построить отношения в наше время сейчас легко, очень легко, но многие не хотят. Почему? Потому что это верх ответственности. Сейчас люди же привыкли жить инфантильными, то есть до 40 лет не взрослеть, не выходить замуж, не рожать детей, не усложняться, не идти в построение взаимоотношений. Кто-то работает дома один с ноутбуком, не выходит во внешний мир, не развивает вот этот капитал связи, не общается, не коммуницирует. А у вас в семье, например, все были, я не знаю, продажниками, да, то есть кто-то торговал на рынке, кто-то был продавцом в магазине большом, а вы вот такого сидите и понимаете, а в чем вообще загвоздка, да?
И это моменты, которые у каждого знака зодиака, да еще и у каждой декады на ближайшие 1,5 года, ребята, совершенно разные. Но одно точно я могу вам сказать, что 1,5 года, которые нас с вами сейчас всех ждут, это история, которая связана как раз-таки с большими и очень мощными внутренними трансформациями. Вы скажете мне, куда уже трансформироваться? 23 и 24 года нас полностью трансформировали. Ребят, мы с каждым годом сейчас усложняемся все сильнее, все быстрее и все активнее. Кто смотрел мои гороскопы в 2023 году, я говорила, что 23 год это вообще год на лайте, 24 посложнее, 25 поактивнее, 26 вообще фейерверк. Ребят, но скажу, что на самом-то деле и 25, и 26, и дальше больше. То есть у нас не будет таких расслабленных годов, какие, например, были в 2010-х. Не будет их, ребят. Мы максимально ускоряемся, усложняемся. И чем сильнее мы идем в развитие отношений, семейственности, ценностей, традиционные они у вас или нет традиционные, конечно же, традиционные ценности – это то, что будет составлять ваше сцепление с этим миром. Потому что на ближайшие 1,5 года можно реально отлететь, можно потерять вектор своего внимания, можно рассеяться, распылиться и потеряться, потому что северный кармический узел, когда идет по Нептуну, это история, когда люди будут по Нептуну, по рыбам, да, для меня рыбы и Нептун это почти одно и то же, но я думаю, вы уже прекрасно понимаете моменты моих оговорочков, да, поэтому здесь, ребят, скажу, что здесь максимально можно потерять контакты, близких, связей, впасть в иллюзии 100%, можно наплодить себе скелета в шкафу, пойти не наверх, а вниз своих страхов и переживаний, и тем самым испортить очень сильно себе жизнь. Поэтому да, можно уехать в какие-то ретриты, в какие-то рехабы, в какие-то поездки и миграции, и там себя потерять. Если же вы едете для какой-то определенной цели, и вы знаете, что у вас есть какой-то определенный план, тогда это другое дело. Еще раз говорю, в ближайшие 1,5 года основная мысль и история любых действий должна быть основана на четком продуктивном плане и рациональности. Я не говорю, что этот план должен быть несгибаем. Нет, должна быть несгибаема наша воля в понимании, к чему ведут последствия наших действий, да, потому что очень важно выучить такое слово, как последствия, да, и что нам за это будет. Поэтому здесь, понимаете, любое бездействие приведет нас только назад, то есть мы откатимся назад. Любое действие в непонятной воде, то есть это как по течению, плывем ли мы просто по течению и куда вас приведет это течение. Здесь, конечно же, никакой ответственности в своих действиях нет, никаких переживаний в своих действиях нет, можно делать все, что угодно, ни за что не отвечать, ну а результат-то какой будет? Здесь все-таки про то, что, ребята, я за то, чтобы вы усложнялись, расширяли свои границы, расширяли моменту работы со своими страхами и понимали, почему вы стоите на месте. Для каких-то знаков зодиака, например, для Скорпиона, Тельца, будет очень сильно и очень важна история именно работы со страхами на ближайшие 1,5 года. Для Овна и Весов это момент расширения границ. Насколько вы готовы расширить свою работу, личную жизнь, популярность в том числе, да, насколько вы себе позволяете, насколько вы хорошо поработали последние 1,5 года со своими страхами. Это Овны и Весы, да. Моменты у рыб и дев это вообще история очень важных таких кармических вопросиков, от чего вы готовы отказаться, например, девы, вопрос проверки своей гордыни, такой большой, мощной, на что вы готовы пойти для достижения цели. У рыб это вообще насколько вы боитесь или не боитесь своих страхов, да, и
какой вы откроете для себя мир. Большой он будет внутренний, либо же вы расширите границы своих действий на вот настолько много и масштабно, и будет для вас эта история воодушевления. Или же вы вообще погрузитесь в свой внутренний мир, и эта история будет очень даже такая на грани депрессивная, я бы сказала. Я всегда за то, чтобы, ребята, максимально честно разбивать иллюзии, страхи, честно отвечать себе на вопросы, где побоялись, где не пошли вперед, где гордыня в какой-то момент времени, она пошла гораздо выше того самого ценного, что вы в своей жизни хотите иметь и что вы хотите для людей сделать. Да? И здесь у каждого знака зодиака абсолютно свои истории. Да? Например, у Льва и Водолеев истории очень сильные, мощные трансформации, проявления себя, популярности. Но опять же, у каждой декады этих знаков совершенно разные моменты, и я в каждом видео для каждого знака зодиака эти моменты максимально раскрою, потому что я начала записывать видео и хотела коротенько, и у меня не получается, ребята, коротенько. Если это все компоновать в одном видео, то это получится видео на 2,5 часа, и это же утомительно смотреть, поэтому я решила это как-то разделить для вас, чтобы это затрагивало не так много вашего времени. И да, ребят, идем дальше. Для Рака и Козерога моменты кармических задач на ближайшие 1,5 года – это, конечно же, мощные трансформации, движение вперед. И задачи здесь будут не совсем простые. Здесь задачи, естественно, связаны с усложнением личной жизни. Насколько вы готовы продвинуться в своей карьере, но без усложнения в личной жизни? Ну никак, ребят, никак. Будет много претензий, будет много переживаний, будет много обвинений к своим вторым половинкам, но если вы эти обвинения будете адресовать к себе, тогда и движения ваши будут гораздо продуктивнее. То есть здесь необходимо брать Юпитер, который будет с июня 2025 до второй половины 2026 находиться в Раке, как раз таки вот брать вот этот Юпитер и на нем идти, двигаться вперед. Конечно же, если не идти, то движения никакого не получится и будет по большей части просто остановка. Не останавливайтесь, нужно идти вперед. Особенно козероги, которые меня смотрят. Я знаю, ребята, вы у меня постоянно на движе, вы у меня вот активны. Идите вперед. Нельзя останавливаться, и скорость свою нужно вперед, конечно же, прибавлять. Конечно же, близнецы и стрельцы, у вас задачи очень новые, да. Здесь, конечно же, все то старое, что мешало вам двигаться вперед, где трясло, где было страшно. Здесь, конечно же, Уран, который перейдет в Близнецов, здесь, конечно же, будет и Стрельцов подтягивать. Здесь, конечно же, захочется двигаться по-новому. А тем, кому не захочется двигаться по-новому, будет по-прежнему разрушаться старый прошлый актив. То есть все, на чем зарабатывали, отношения. То есть если вы не расширяете связи и влияние свое, да, то отношения, которые сложились у вас в ранний период времени, это я к близнецам и к стрельцам говорю, будут сильнее все-таки разрушаться, будут подвергаться трансформации. Возможно, в этих связях вы выйдете на новый уровень. У стрельцов, конечно, история будет более претензионная такая, да. У близнецов история, когда хочется все-таки по-новому себя проявить. Не всегда будет получаться сразу, быстро и дерзко, и это тоже нормально. Ребят, помните, все знаки зодиака, мы все не идеальны, мы все просто люди, которые учимся жить. Неважно, сколько нам лет, неважно, какой у нас опыт, мы просто учимся жить. И да, каждые 1,5 года это каждый новый эмоциональный виток в жизнь. И да, ближайшие 1,5 года нас все учат максимально
честно отнестись к своей жизни. Мы вот в иллюзиях хотим преобладать, да, либо мы хотим в честности жить. Мы вот хотим здоровыми быть физически, да, и психически, либо же мы наоборот хотим поддерживать свою жизнь с помощью медикаментов, хотим пребывать вот в той реальности, которая нас устраивает, и максимально продлить все свои переживания и вот такие бестолковые походы к психологу, которые оттягивают наше время. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что от психологической помощи необходимо отказаться. Нет. Максимально честно говорите себе, для чего вы ходите к психологу, для чего вы ходите к астрологу, для чего вы принимаете эти медикаменты, для чего вы отказываете себе в каких-то вещах в жизни. Почему это происходит? Потому что я знаю очень много людей, кто ходит и к астрологам, и к психологам, и врут себе бесконечно для того, чтобы просто не признавать ту самую правду, которая есть вокруг. А правда она такая, что мы все пришли к определенному моменту своей жизни, и нам очень важно начать развиваться вперед, начать двигаться вперед, потому что мир не будет становиться легче и проще. С коридора затмения, который случится еще с нами, со всеми, в конце марта, вторая половина марта 2025 года, с 14 по 29, начнется очень большой, очень мощный виток энергии, движения, активности, бодрости. Конечно, я не скажу, что мы будем как-то вот в таких иллюзиях вариться, да, что мы как-то будем останавливаться и ничего не делать. 12 января переход кармических узлов в другие знаки, конец января, начало февраля разворот ретроградного Урана и Юпитера, в конце февраля заканчивается движение ретроградного Марса, и все вот это мы приходим в марте 2025, и вот эти все эмоции зимние, в какое русло мы каждый пустим. Да, ребят, по окончании этого видео заходите в плейлист, выбирайте тот знак зодиака, который вы хотите посмотреть. Там будет информация еще и по декадам, рекомендации к каждой декаде. Да, настолько я решила усложниться, но это очень важный момент, который даст толчок развития каждому. Да, максимально честно, максимально понятно, понимать, почему в жизни происходят эти сложности, почему происходят несостыковки, почему невозможно, казалось бы, зарабатывать на том, на чем зарабатывалось раньше, почему в этих отношениях больше мне нехорошо и некомфортно. Да, возможно, стоит пойти на какой-то новый уровень, либо разобраться в своих же переживаниях, почему в здоровье происходят жесткие сбои, да, почему не строятся отношения, не поддерживаются связи с родом. Это все, естественно, наши кармические задачи и вопросики, которые мы каждый пришли решить свои в этот мир. И, конечно же, да, у всех свои бонусы, у всех свои плюшки. Здесь нет хороших и плохих. Здесь есть просто момент времени, который нам нужно прожить определенным образом для того, чтобы жизнь была максимально яркой и интересной, и для того, чтобы все наши минусы переконвертировать в плюсы. Ребята, я всегда за это, иначе просто нет смысла пользоваться таким инструментом, как астрология, потому что здесь аспекты все четко мне показывают и рассказывают, как необходимо действовать для того, чтобы было не хорошо, а изумительно. Да, ребят, вот здесь плейлист, выбирайте свой знак зодиака. И я, конечно же, желаю вам на ближайшие 1,5 года максимум эмоций, вдохновения, движения вперед, но при этом честность наше все. И да, оставляйте вопросы, если у вас остались после просмотра этого видео. Я, конечно, могу рассказывать очень сильно и очень много, но, конечно же, больше информации всегда на личных встречах, консультациях. А если у вас свой личный вопрос, оставляйте в комментариях к этому видео дата, время, место рождения и ваш персональный вопрос. И я в режиме свободного времени постараюсь на него ответить, ребята. Ну или увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.